Значит, еще раз добрый день. Наше занятие сегодня будет активировано дополнительным участием бионет-структурами, да, то есть которые мы все используем для того, чтобы обеспечить себе более активное взаимодействие с тем миром, который не видим, но с которым мы все связаны, с миром структур, миром вселенского биоинтернета или миром, скажем так, глобального энергоинформационного поля Земли. Ну, то есть его по-разному называют, терминология не устоялась, каждый пытается по-своему называть. Но мы это название используем бионет, да, то есть его ввел Борис Евгеньевич Золотов, когда начал говорить о том, что есть возможность людям взаимодействовать не как отдельные единицы, а создавать общие сети, создавать общие возможности для взаимодействия на любом расстоянии через время. Поэтому мы сегодня рассмотрим более немножко подробно ту систему бионет, которую мы сейчас создаем. Она еще продолжает быть в работе. Но, по-моему, все, кто здесь присутствует, или, может быть, большая часть, могли к ней присоединиться и ощутить вот это вот благотворное взаимодействие бионета на самом себе. Это дает возможность усиливать самих себя, а возможность также взаимодействия с нашими структурами, которые вот многие пользуются и имеют возможность с помощью них обеспечивать себе более активное участие в этой жизни как световые единицы, используя тот свет, который у каждого есть, и каждый этим светом может активно менять реальность. Ну вот, для того, чтобы это делать осознанно и это делать не от случая к случаю, мы как раз вот проводим такие занятия. И в данный момент мы сейчас проведем занятие для начала про бионет. У нас есть Юрий Ямшанов, разработчик этой системы, именно программист, который программировал нам все. И сейчас мы узнаем, чего новенького там произошло. Юрий, вы на связи? А то мы вас не видим пока. Так, да, здравствуйте, Сергей, я на связи. Да, ну, давайте тогда. Значит, что мы сейчас посмотрим? Мы сейчас посмотрим, как выглядит эта система в данный момент, потому что у нас есть люди, которые не все еще понятно, да, то есть поэтому мы делаем такую небольшую демонстрацию. Так, сейчас я запущу экран, чтобы можно было выводить на экран несколько участников. Да, можете вывести на экран свой экран компьютера. Внизу там есть вот эти вот демонстрации экрана. И показать, что можно делать с помощью бионета. То есть бионет у нас это активная система. Да. Значит, вот сейчас у нас выглядит... Видно экран, да? У нас сейчас это выглядит вот так, да, то есть у нас как бы есть заставочка инфоинститут, но вход, регистрация, она может идти только через ссылки других участников. То есть те, кто хочет кого-то привести в бионет, тот может его активно подключить. Почему это важно, как бы приводить людей сюда, на эту площадку? Вы тем самым усиливаете свои бионет-связи, потому что у вас появляются дополнительные участники этой системы. Они начинают формировать вам собственную локальную сетевую часть. Это как такая сетевая антенна, которая обеспечивает вам большую устойчивость и большую предъявимость в этом мире. Так, значит, это вот такая заставочка, да, то есть дальше мы идем на... Ну, здесь мы сейчас не будем сильно рассматривать эту как бы внешнюю часть. Здесь у нас есть, ну давайте на тарифы кликнем. Пока 3 вида участия в бионете. Есть бесплатно, то есть использование возможностей своего собственного аккаунта. Задавание вопросов, это имеется в виду консультации. Так, у нас не поменялось это. Вот. И здесь есть 2 еще уровня платных. То есть себя можно присоединить
Бионету бесплатно и пользоваться этими возможностями. Но если вы хотите кого-то присоединить с тем, чтобы эти люди были не зарегистрированы в самой системе, а были просто подключены к структуре Бионет или каким-то аккаунтам в соцсетях, это 3 человека, можно пригласить 3 человек, то есть 3 человека всего подключается. Туда можно присоединить свои страницы в интернете к этой системе, можно также еще и свои вещи какие-то, да, то есть у нас можно туда присоединить смартфоны, телефоны, компьютеры, или еще могут быть присоединены автомобили к структуре Эконорм. Можно выбирать структуру, какой вы хотите присоединиться, это уже на платном уровне. Если на бесплатном, там какие заданы по умолчанию, участники подключились и даже не поняли чего. Не разобрал, сейчас еще раз гляну вопрос. Если участники подключились все, даже не поняли ничего, просто висят их аккаунты, что с ними делать? Их убрать или пусть висят? Да пусть висят, они все равно присоединены, и поэтому как бы система их все равно в поддержке работает. Если вы хотите, ну, можете их удалить. Сейчас у нас появится там пункт удаления. В принципе, мы можем поудалять, если есть необходимость кого-то убрать из этой системы. Значит, и эксперт, это у нас там 10 человек можно присоединить, то есть целую команду, и с ней активно работать, используя 10 страниц сайтов различных, да, то есть различных аккаунтов в соцсети, то есть формируя определенные условия для некой группы. То есть, ну, это, например, это могут быть группа людей, которые, ну, какие-то клиенты чьи-то, да, допустим, вы хотите, чтобы они стали вашими активными пользователями, вы можете их присоединить, и они будут получать вашу поддержку сетевую, и это будет обеспечивать их более лояльное отношение к вам, потому что они будут чувствовать эту сетевую поддержку. Причем вы можете об этом им ничего не говорить. Так, давайте зайдем по ссылке, ну, в личный кабинет, там, где у нас перейдем как бы вот в систему, ну давайте в личный кабинет, да, то есть вот, вводится свой email. И пароль. Значит, Юр, вы там комментируйте тогда, рассказывайте. Да, я только это второй аккаунт себе подключил сейчас на новом этом. В общем, мы сейчас видим основной интерфейс. Вот здесь идет описание Бионета. Короткое, можно посмотреть подробнее. Вот. Можно... Самое подробное описание, что такое Бионет, для чего он нужен. Вот, видно, какой у вас уровень аккаунта, сколько у вас на балансе. Можно отсюда пополнить баланс. Ну, вот, просто надо ввести сумму, выбрать денежный перевод или PayPal и отправить, создастся заявление о пополнении баланса. Ну, сейчас я поясню, у нас отправление идет пока на... инквайринг мы не подключали, да, то есть поэтому у нас есть или PayPal, если кто хочет прямо с карты перевести деньги, но надо тогда переводить их в евро и переводить туда, не в рубли. Вот. И здесь можно перевести на карту. Да, то есть где мы увидим карту, там где-то она видна. Да, ну вот, ваша карта. Я покажу. Вот, заявление о пополнении баланса создано. Просто надо сделать перевод через Сбербанк онлайн или через Тинькофф по номеру. Угу. Вот, и деньги попадут на баланс. Ну, в течение одного рабочего дня, как раз быстрее обычно. Вот, баланс будет пополнен, и на балансе, соответственно, появится сумма. Да, то есть только после того, как вы перевели деньги, надо прислать выписку, чтобы было понятно, от кого пришла сумма, и комментарий, да, то есть какой-нибудь. Да, по этому номеру телефона на WhatsApp или куда-то написать, что деньги пополнены. Да. Вот, значит, вот на балансе здесь видно все.
какая сумма есть на балансе, вот заявления, которые были, вот оно в ожидании обработки, которое я только что создал. Когда оно будет обработано, и вот операции по балансу. Вот тут все пополнения, все снятия, все регистрируется, Мгм. все видно. Да. Вот, дальше, значит, Сам аккаунт. на главной странице, да, в принципе, вся информация есть на главной странице. Информация о подписке, существует она или нет, количество вот подключенных людей, вещей, страниц и файлов. На первом уровне аккаунт на бесплатном доступно по одному. У меня сейчас второй уровень здесь подключен, здесь 3 вот доступно. Людей, вещей, страниц. Здесь также сразу видны доступные тарифы. Второй и третий уровень аккаунта. Вот. На втором уровне это 3 человека можно подключить, 3 телефона и 3 страницы в интернете. На третьем уровне уже 10. И вот можно подключать структуры. Сразу здесь видно все структуры, которые имеются у нас сейчас. Вот, сколько стоят. Подключаются они на месяц. Вот, сейчас. То есть на главной странице сейчас в основном все уже видно. То есть алгоритм простой. Если вам надо что-то подключить, если надо, вы пополняете баланс, и после этого, вот, если нужна подписка, да, то просто заходим в тариф и делаем «Купить». И все, и у вас включается второй уровень аккаунта, либо третий, какой вы купили на месяц. В подписках будет видно, вот она, подписка действует, с какого по какое. Второй уровень аккаунта, здесь можно ее продлить. И она дает, соответственно, вот присоединенных людей. Сейчас присоединен только я могу добавить еще какого-то человека. То есть там имя человека, дата рождения указываю. Вот я подключил еще второго человека на своем уровне аккаунта. Вот, вещи. Вот здесь автомобиль, я могу добавить телефон, допустим. Здесь нужно ввести email. Здесь указано для автомобиля, где VIN взять, для телефона, где взять email, как его узнать. Вот я подключил телефон. Я могу этот телефон на автомобиль поменять или email сменить, то есть отредактировать. Ну и удалить другой, подключить, соответственно. И страницы в интернете также добавляется. Там, страница в интернете. На втором уровне аккаунта. На первом уровне аккаунта доступен только потенциал любви. На втором уровне можно выбрать структуры, которые туда можно подключить. Допустим, зеркало Изиды я подключил на страницу в интернете. Также я могу это все отредактировать, структуру поменять. Допустим, на золотую рыбку. Удалить, добавить также, соответственно. Вот. Ну и можно файлы подключать. Структуры сами. Вот, допустим, так, сколько у меня на балансе? У меня сейчас на балансе не хватает денег. Вот, в общем, мы просто делаем добавить, вот выбираем какую структуру. Все просто на 1 месяц, там, выбираем, ну и делаем подтвердить. Сейчас у меня денег на балансе не хватает, В поэтому он не результате этого подключится. вы получите файл, присоединенная структура, После этого, да, вот создается в файл такой. неограниченном количестве использовать его. Вот я сейчас покажу, просто вот делаем скачать файл. Сейчас открываем его, вот наш файл со структурой. Ну и все, мы можем его распечатывать, закидывать на телефон, там куда угодно. Вот, на этом файле имеется структура, эта структура работает. Ну и вот. Файлом соединена. Да, можно распечатать, с собой носить, можно на телефоне всегда будет, ну и так далее. Вот здесь также можно его продлить. Вот, в принципе, все. То есть очень просто. Я еще более упростил интерфейс. То есть алгоритм очень простой. Просто пополняем баланс и подключаем либо тариф, либо файлы. Тариф имеется в виду, что у нас есть еще два уровня работы со системой, да, то есть можем подсоединять количество людей, то есть как некую группу, которая вы не хотите, чтобы им, допустим, приходили рассылки этим людям от нас, да, то есть потому что если зарегистрироваться в Бионете, ну как вот на бесплатном аккаунте, то вот там тогда приходят человеку рассылки по поводу вот этой
системы, да, то есть наши вот объявления про вебинары там и так далее. Вот. Если есть люди, которые вы считаете, что им незачем получать такие рассылки, и эта информация для них все равно ненужная, но вы хотите, чтобы эти люди тоже использовали возможности Бионета как световые единицы, да, то есть чтобы они тоже получили вот эту сетевую поддержку дополнительную со стороны Бионета, то вы их можете присоединить, ничего им об этом не говорить. Некоторые говорят, что это неэтично, там, туда-сюда. Но неэтичность, если в том, здесь отсутствует в силу того, что этими структурами мы не можем навредить. Что делают структуры Бионета? Структуры Бионета помогают убрать помехи, которые мешают воспользоваться вот этими естественными связями, которые есть у каждого. Связями с вот этим вселенским биоинтернетом, да, получать вот более чистую информацию оттуда, с тем, чтобы вот эта путеводная звезда, которая есть у человека, она ярче засияла для него, и чтобы он начал двигаться в соответствии с теми целями и задачами, которые перед ним стоят. И те помехи, которые его выводят в сторону, они уменьшились. Естественно, это в жизни у него начнет проявляться в том, что его жизнь каким-то образом начнет улучшаться, да, в той или иной мере. Ну, какое это возможно. И поэтому здесь вопрос этичности или неэтичности полностью отпадает, потому что вы не можете сделать человеку хуже. Вы можете сделать только лучше. Но если мы уверены в том, что мы не можем навредить человеку, да, то есть, а можем только ему как-то помочь, поддержать, то почему бы этого не сделать? Вот. Другое дело, что тем самым вы усиливаете самих себя. Почему? Потому что вот это создание некой локальной сети, это как бы уже такая вот получается дополнительная поддержка вас. Кроме этого, когда вы можете работать со своими, допустим, клиентами, усиливая их, вы тем самым делаете устойчивым более, например, свой бизнес. Ну, предположим, вы делаете какие-то массажи людям. Да? То есть, если вы людей этих присоединяете, то эти люди более эффективно получают вашу услугу, потому что она лучше, как говорится, ложится на этого человека. То есть человек начинает получать больший эффект от взаимодействия с вами. Да? То есть это получается, что человек может дальше об этом рассказать другим людям, которые тоже к вам придут, когда новые клиенты, и тем самым вы фактически усиливаете свой бизнес. Если это люди, члены вашего коллектива, то, в принципе, вы усиливаете этих людей. Почему это вот мы такую вещь сделали? Ну, потому что иногда приходят люди и говорят, да, вот я понимаю, у меня, ну, я вот руководитель коллектива определенно, а объяснить что-то своим людям я не могу. Как быть? Я знаю, да, что им это надо. Вот. Я же не могу им дать никакие карточки, эти картинки, которые я распечатываю, я тоже не могу им дать, потому что они задают какие-то непонятные вопросы, которые я не могу ответить. Поэтому вы можете их присоединять к системе и обеспечивать вот эту поддержку им. Что это дает возможность, например, в коллективе? Это дает возможность лучшего взаимопонимания в этом коллективе. Люди начинают более активно участвовать в горизонтальных связях, да, то есть им не надо много чего-то объяснять, они сами находят себе дело, они сами понимают, как это выполнить, это дело, и им, ну, как бы вся работа становится более эффективной и устойчивой. Вот, значит, вот у нас вопрос. Ну и вот я покажу тогда, вот в аккаунте как раз, да, вот у нас есть пользователи, пришедшие от меня, вот сейчас 0, да, вот моя ссылка, по которой можно зарегистрировать кого-то, да, делаем копировать ссылку, посылаем кому-нибудь, вот, соответственно, в другом, вот, посылаете кому-то эту Секунду, ссылку. подождите, как бы вот по ссылке человек зашел, что он видит здесь, да, то есть он видит вот небольшую информацию про Бионет, что это такое, да, то есть можно прочитать более подробно, пойти, там у нас есть 2 перехода, раскрывающие эту информацию более глубоко. И надо рекомендовать людям сначала познакомиться с этой информацией, потому что люди иногда заходят, зарегистрировались, ничего не читая, а потом начинают задавать вопросы. А что это такое, зачем и так далее. Поэтому если вы сами им не объяснили до этого, да, то есть то попросите их внимательно прочитать эту информацию про Бионет, переходить глубже по ссылкам, и чтобы люди понимали, для чего это они делают.
Вот. Дата рождения, вот тут Оля спросила, если дату рождения не знаю. Значит, вот идентификатор, видите, состоит из нескольких строк. Чем больше информации в идентификаторе, тем более она правильная, тем больше вот эта связь усиливается с Бионетом. Если есть информация неправильная, где-то ошибки какие-то, лучше исправить, потому что, ну, в принципе, достаточно было бы, может быть, одного электронного адреса. Но у человека может быть несколько электронных адресов, которыми он по-разному пользуется. Поэтому фамилия, имя, отчество, электронная почта и дата рождения — это вот, в общем-то, тот комплекс, который ну, наиболее покрывает вот эту информационную связь. То есть здесь это как бы ссылка. Вот как работает Бионет, я немножко поясню. Вот в интернете, да, то есть или в компьютере вы, например, работаете с какой-то программой. И у этой программы что есть, да, то есть есть сама программа, а есть иконка, на которую вы нажимаете, когда запускаете эту программу. То есть фактически это ссылка на эту программу. Фактически здесь мы формируем такую ссылку на человека. То есть с тем, чтобы можно было, с кем присоединяются эти структуры. А вот с этим, с этим, с этим. Да, тогда есть возможность вот эту связь устанавливать. Вот мы сейчас об этом поговорим по поводу вот потенциала любви, как устанавливать связи с помощью структур с другими людьми, более эффективно. Вот. И происходит вот это вот соединение структур Бионета с этим человеком, который вот зарегистрировался. В принципе, эту регистрацию можно отменить, да, то есть можно эту связь убрать. Вот там, видите, есть ссылка, согласен с условием. Если ее убрать, то есть регистрация будет, а присоединения структур не будет к аккаунту. Нет, вот присоединиться к Бионету. Присоединиться к Бионету, да, присоединиться к Бионету. Да, вот если его... Согласен с этим обязательно. Здесь, если вы посмотрите, обязательно присоединились ли вы к Бионету. Если у вас птичка стоит, значит вы присоединены к этой системе. Если нет, ну, значит нет. К этому можно посмотреть, как вы с этими структурами взаимодействуете. Например, зашли к себе в аккаунт, взяли, отсоединили и послушали, что при этом происходит. Меняется что-то в вашей жизни, да, то есть или в ваших ощущениях. Потом опять присоединились, да, посмотрели, а как здесь меняется что-то. Поэтому здесь можно это пробовать, ну, те, кто могут ощутить эти изменения, да, то есть присоединение структур, могут вот поиграть и посмотреть, что меняется в результате присоединения к структурам Бионета или нет. Именно вот как бы светличных структур у нас много разных, да, то есть, но вот структура Бионет, которая здесь используется, да, то есть она как раз обеспечивает вот эту зачистку вот этих связей вертикально. То есть связи, которые выстроены у нас с миром структур, с миром мирного биоинтернета, с Творцом там, и так далее. То есть как бы чем сильнее мы связаны с Творцом, тем сильнее мы реализуем вот этот замысел Творца в этой жизни, но тем фактически лучше человек и живет, тем лучше он себя. Вот. Поэтому если какой-то информации нет, вы вводите людей, ну ничего страшного, ну меньше связь это будет. Но тем не менее уже все равно работать эта связь будет. Поэтому если нет даты рождения, ну что же делать? Ну, значит без даты рождения ввели человека. Я к тому, что это, ну, как говорится, ну, есть необходимая информация, да, то есть это фамилия, имя, отчество, то есть или фамилия, имя, где они как приняты, да, то есть и электронная почта. А дата рождения, она желательно, чтобы мы могли более эффективно. Потому что бывают люди с одинаковыми фамилиями. Но электронная почта, она более уникальна в этом плане. А люди вот с одинаковыми фамилиями могут быть. И потом мы хотим здесь ввести еще в дальнейшем поле номер телефона, потому что у нас такая есть момент, иногда люди регистрируются, а письма, которые к ним приходят, они попадают в спам. И они не могут нормально взаимодействовать. Поэтому, если бы по номеру телефона можно было с человеком связаться и помочь ему вывести из спама вот эти вот письма, с тем, чтобы он мог полноценно пользоваться. Поэтому особенно это касается тех, у кого мейловская почта, она очень как-то сильно строго со спамом работает, поэтому посмотрите, не попадают ли наши письма вам в спам в этой почте, у кого аккаунт Mail, гугловская эта почта, да, то есть, потому что ну, где-то кто-то нечаянно его туда в спам отправил, и дальше Google начинает всех подряд спамить, все наши письма отправляет в спам. Но если вытащить их обратно, написать, что это не спам, то потом Google уже перестает их туда в спам загонять.
смотрите, опять же, есть вопрос, здесь два вида присоединения людей. Есть люди, когда на бесплатном аккаунте лично человек должен обязательно себя зарегистрировать. Да? Нет, там должна быть, Юр, вот здесь присоединение к Бионету, по умолчанию птичка должна стоять, присоединение к Бионету. Сделать надо так, чтобы человек, она по умолчанию была, когда человек регистрируется. Если он не хочет, Мгм. ее может снять. Сделаю. Вот. Потому что, ну, и человек может не понимать этого, как бы, вот, что это обязательное, как бы, условие, если бы структуры эти работали. Значит, вот, поэтому, когда вы даете ссылку свою личную, да, вот у вас, вы зарегистрируетесь, у вас там вверху в вашем аккаунте есть личная ссылка. Вы эту ссылку можете отправить другим людям. И они будут заходить, регистрироваться и присоединяться к этой сети. Тем самым делать сеть более активной, более продвинутой. На самом деле эта поддержка ощущается. Я вижу это и по людям, которые вот у нас вот Саша Вежель, активный пользователь Бионета, он говорит, что недавно писал отзыв, что он ощущает эту поддержку. Вот. Да, то есть, если человек, да, вы платно, вы можете присоединить по тарифу кого-то из людей без его регистрации. То есть вы его как бы регистрируете, но он фактически ну, не будет получать вот эту всю информацию, вы его ну, как бы берете в свою локальную сеть, присоединяете его к этой структуре. Но это бывает, вот членов семьи надо, например, да, они в штыки встречают и говорят, нет, мы не хотим. Ну, что же делать? Ну, тогда давайте вот так попробуем с ними повзаимодействовать, как бы их активно присоединим к этому делу. Вот. Или, допустим, я же говорю, членов коллектива, или это, допустим, ваши клиенты, или еще кто-либо, какие-то люди, с которыми вы хотите, чтобы у вас были более тесные отношения, и вы хотите их как-то поддержать дополнительно вот с помощью вот этой системы, а им эта информация пока, допустим, ну, они ее не очень хорошо принимают. Вот. Ну, еще не понимают как бы свои выгоды в этом деле. Кстати, у нас вот такая интересная информация. Мы тут делали структурную воду для одной организации, структурировали им воду. И это совмещали с этикеткой структуру, которую они наклеивают на бутылку. Вот. И они тут смотрели и говорили, если раньше, говорит, вода структурировалась за 30 минут, сейчас она стала за 10 минут. Стали думать, почему так стало быстрее. И говорят, да вот благодаря тому, что Бионет работает, поэтому все структуры тоже более активно стали работать. Так что спасибо вам, участники нашего Бионета, за то, что вы друг друга усиливаете и тем самым еще усиливаете нас. А также каждый сам себя. Значит, какие вопросы еще есть по вот этой системе? Давайте мы быстренько сейчас закроем. Ну давайте вот зарегистрируемся, да? Кого-нибудь? Нет, ну вот я просто покажу, что вот я зарегистрировался. Зарегистрировались, вот еще тестовая у нас. Вот. Вот видно, у меня, значит, подписка не подключена, вот уровень аккаунта 1, на Да, балансе 0. где вот видна эта самая ссылка личная? Так, это вот у меня теперь личная ссылка. А вот у этого аккаунта, получается, теперь Вот другая, да, есть пользователь, пришедший от меня. Вот. появился. Вот только что я дал ссылку, да? Да, мы потом сделаем, что будет видно всю сеть, то есть под теми людьми, которые приводят потом, тоже будет видно. Для чего мы это хотим сделать? Ну, для того, чтобы можно было на этом деле еще деньги зарабатывать какие-то. То есть, что именно? То есть, ну, тут имеется в виду два аспекта. То есть, есть вот предъявленные у нас здесь платные аккаунты и структуры платные, которые можно присоединить. Если человек их покупает, то мы хотим, чтобы вот человек, который привел, допустим, кого-то, он мог получать вознаграждение за счет того, что у него на балансе тоже появляется часть денег, которые пришли от того человека. То есть сделать такой сетевой маркетинг встроенный. Кроме этого, есть идея, что у каждого человека есть что-то, что он мог бы предложить, допустим, своих каких-то творческих разработок. Ну, мало ли, что он там такое руками, может быть, делает, может, еще что-то. И хотел бы выставить некий тот товар
нашу систему, да, то есть тогда мы тут расширим интернет-магазин, присоединим сюда, и можно будет что-то еще свое выставлять, и тогда также через сеть это приобретать. То есть, чтобы эта у нас сеть была не только поддержка чисто световая, но еще и какая-то финансовая. Она, на самом деле, финансовая поддержка все равно реализуется здесь, через световые связи, да, то есть, как бы, то есть, но не всегда люди это осознают и ощущают. Вот Так, я хотел показать, что вот зарегистрировался я, вот я уже присоединен, потому что я галочку поставил. Я могу себя отсоединить. Я могу обратно себя присоединить. то есть это присоединение, отсоединение к структурам Бионет. То есть вы можете, если кто-то не хочет с структурами взаимодействовать, он может себя отсоединить, но считая, что ему это не надо. Или, например, он хочет поиграть с этим, да, попробовать. Вот если я присоединился, как оно будет ощущаться, а вот если отсоединился, как это будет ощущаться. Да. Юра, еще раз покажи, где присоединение к Бионету идет. Вот в присоединенных людях. Присоединенные То люди. есть вот есть только люди, вещи и страницы. Вот в людях я, получается, вот я присоединен. Да, и где вот удалить, да? То есть где это? Удалить. Вот я отсоединился, никто не присоединен. Я могу опять присоединиться. Ага. Вот. То есть можно здесь вот как раз поиграть. Что происходит пиар-страницы в интернете? Ну вот пиара пока никакого не происходит нигде у нас по этим страницам. Да, то есть мы сейчас как бы хотим сделать такой образец, сделать аккаунт в Инстаграме, например, да, и показать, как через него можно, например, делать пиар. И тогда каждый может там пиарить свой собственный аккаунт, свою собственную ссылку, свою, да, можно будет ее прокачивать через интернет. Объяснение, почему работает. Вот многие сталкиваются с вопросом, как людям объяснить, что это может работать. Да, то есть, давай, Юра, включай эту систему, я немного поясню. Так, все, я все выключил. Значит, смотрите, у нас вот эта парадигма теории физических структур, она говорит о том, что есть вот наша реальность, и есть мир структур, и мы с ним связаны. Это значит, что у любого объекта, что бы у нас ни было, явления, процесса, есть вот эта структурная компонента. Другое дело, что ее не рассматривают вообще, как бы физики, как в целом. Почему не рассматривают? Ну, потому что она как бы вне нашей реальности находится, эта структурная компонента. Она как бы как проекция, да, то есть вот есть экран вот телевизора, да, то есть, ну, монитор, да, то есть и рассматривается только то, что происходит на мониторе. А то, что есть еще процессор, в котором работают программы, которые отображают это на монитор, это практически не рассматривается, ну, наукой. Считается, что этого нет. И поэтому множество явлений, которые считаются там паранормальные и прочее, их считают, да, этого ничего нету. Просто это вот невозможно воспроизвести с точки зрения, там, поставить 1000 одинаковых экспериментов, и они не будут повторяться, да, и какие-то уникальные характеристики мы получаем. Значит, этого и нет вообще. Да, то есть физика, она рассматривает только явления, которые там в миллионах, в тысячах, в миллиардах раз повторяются, значит, тогда это есть. Если этого вот что-то вот такое неожиданное происходит, почему неожиданно? Ну, потому что структура, она вдруг стала по-другому как-то взаимодействовать, да, то есть, поэтому у этого вот структурного проявления, как бы оно может быть пока привязано к каким-то материальным объектам. Да, то есть, но какие бывают, и мы видим, что у нас в нашей реальности структуры проявляются. Структуры проявляются, потому что есть определенные порядки. Что такое структура? Это некий порядок. Вот структура вещества, как атомы, молекулы распределены в этом веществе. Да? То есть в зависимости от того, как они распределены, мы получаем разные вещества. Ну, на примере углерода мы это видим. Алмаз, графен, да, то есть нанотрубки какие-то, еще и так далее. Материал, атомы одни и те же, углерод. Но они расположены по-разному, мы получаем разные характеристики вещественные. Может быть, поля распределены, да, в пространстве, во времени как-то иначе. Да, то есть это вот структура полевая.
То есть это порядок распределения этих полей. Структура может быть информационная. Да? То есть что значит информационная структура? Это значит, есть некий информационный объект, да? То есть, например, язык. В языке есть какие-то правила. То есть некий порядок, как формируются вот, объекты в этом языке. Но информационные объекты есть, вот сейчас такой класс информационных объектов, это то, что формированы компьютером. Да? То есть поэтому у нас есть файлы различные, у них тоже есть некая структура. Но вот структура, о которой мы говорим, структура мира структур, она совсем другая. Да? То есть она предъявлена и в вещественной структуре, да? И в полевой, и в информационной. Это как бы структура, которая лежит за пределами нашей реальности. Это как бы вот когда мы смотрим кино, смотрим на экран, мы видим изображение на экране. Но откуда идет изображение? Оно идет из проектора. Да? То есть, что проецируется, то и мы видим. Да? То есть вот какая-то картинка идет. С этой картинкой что-то связано, то, что где-то находится. Да? То есть в каком-то другом пространстве, в другом мире, грубо говоря. Да? То есть, поэтому здесь мы говорим, что вот мир структур, он предъявлен. Но вот технологии, которые мы научились пользоваться, да, светличные технологии, технологии трансляторс, позволяют нам создавать структуры с заранее заданными свойствами. Для этого делаются определенные установки, которые там по определенным принципам формируются, и они являются носителями этих структур. Но через эти установки мы можем эти структуры привязывать. Можем привязать к вещественному объекту. Но появляется тогда вот карточка такая какая-то. Да? Или вот, допустим, мы показывали, делали сейчас на 3D принтере. То есть вот есть некий объект, да, то есть который печатается на 3D принтере, и с ним связана эта структура. Вот получается у нас материальный объект, у него есть своя собственная структура, но к нему еще привязана некая другая структура. Есть, может быть, поле, да, то есть может быть свет, например, идет, и мы можем на него переносить эту структуру. У нас по этому принципу создано изделие, которое называется комфорт. То есть оно ставится на окно, и оно моделирует вот этот свет, который идет как полевую часть, и тогда этот свет идет внутрь помещения, уже трансформированный, и обеспечивает согласование структур на уровне пространства. Зеркало Исиды тоже работают со светом, да, который свет идет из наших глаз, его восстанавливает. То есть это мы вот работаем с полевыми структурами. Информационные структуры какие мы можем, да, то есть мы можем брать файлы, которые у нас есть в компьютере, например, да, то есть какие-нибудь вот фотографии. Она же это, что такое фотография? Это тоже файл цифровой, который в виде там каким-то образом закодирован. И вот к этому файлу мы можем эту структуру привязывать. Но файл при этом не меняется. То есть он, если побайтово его проверить, он какой был, такой остается. Но через него мы можем транслировать вот эти структуры. И вот теперь как бы вот следующий шаг, который мы можем, да, то есть что нам надо, то есть получается, для того, чтобы структура, нам нужен некий материальный объект, с которым мы это можем совместить. Ну, через некую систему ссылок на самом деле получается. То, что мы делаем в Бионете, вот эти вот структуры привязываем к аккаунту, фактически это мы привязываем тоже к неким ссылкам. Мы говорим, вот есть человек, вот есть его ссылки, то есть как бы промежуточные, вот его идентификатор, да, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, электронный адрес. Так вот мы как бы эту структуру привязываем вот к этим ссылкам. И одновременно они привязываются вот с этим человеком связаны. Но эта связь, конечно, послабее, чем через, вот, допустим, мы можем через карточку организовать. Но тем не менее она существует. И в силу того, что у нас такая связанность получается множественная, мы говорим биосеть, то получается, что много маленьких эффектов соединяются в один большой эффект, который связан с появлением дополнительной устойчивости и повышенной эффективности человека в этом мире. Да? То есть мы уменьшаем влияние тех помех, которые мешают человеку реализовывать его самого себя. И он становится более эффективным вот в каких-то своих действиях. Это незаметно может быть, но это так, поэтому каждый может, вот, например, поиграть со своим аккаунтом и посмотреть, а насколько эффективно в его жизни проявляются эти структуры. Ну, отсоединитесь, пожить сколько-то дней без этих структур и посмотреть, что-то меняется или не меняется, или все так же, как было, так и осталось. Вот интересная вот
если кто хочет заняться такими исследованиями. Или если человек согласен, и так все работает, но можно ничего не делать. Да? То есть пусть работает. Комфорт надо на окно ставить. Да? То есть она работает со светом, который идет из окна. На подоконник поставить, или все равно на раму закрепить, или на... То есть она меняет структуру вот, окна, с которым идет взаимодействие. И приглашайте в участие в Бионете, потому что чем больше людей пригласите на самом деле, тем самым вы тем больше усиливаете самих себя. Так, есть вопросы какие-то? Ну тогда еще раз большое спасибо. Поем песенку большую, длинную. Ку-ку.